Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет. Чего в целом ждать. И первые три карты, как три знака судьбы, мы достанем на колоде 78 дверей. Потоковая информация. Что вам нужно услышать? С чем будут связаны события последней декады октября? А возможно, сфера жизни, в которой вам придется принимать важные решения или какие-то иные подсказки. Давайте узнаем. Для весов с 20 по 30 октября. Второй знак судьбы. И третья карта, третий знак судьбы. Так что же случится? Что скоро произойдет? Что будет вообще скоро? Ну, в принципе, уже сама по себе дата практически на пороге, да? Как октябрь, так и ноябрь месяц для нас открывает, ну, знаете, такой коридор возможностей. И поэтому ничто не происходит просто так. Все является причиной и следствием. Так что скоро случится или произойдет. Неожиданности, которые тоже, может быть, и скоро буквально ворвутся в вашу жизнь, как информация или какая-то правда открывается. Может быть, это и с персоной связано. Ну и что прояснится или к чему вот это все идет, если мы говорим причины и следствия. И по основным сферам жизни – сфера любви, взаимоотношений и личной жизни. Взаимоотношения, кстати, в целом. Но это то, что для вас важно. Может быть и дружба или какие-то контакты. Сфера финансов. Чего ждать? Чего ждать? В сфере ваших достижений это у нас работа, у кого-то бизнес, важные встречи, согласования, контакты, может быть, да? Давайте будем узнавать. Итак, потоковая информация, ну, можно уже заканчивать, карта Солнца вам выпадает. Тут, знаете, с одной стороны, конечно, сама по себе карта говорит, проясняется какая-то ситуация, ведь это ясность. И если прежде какая-то луна, да, мы говорим, ну, старший аркан – это тысячи неопределенностей. Но вот, видимо, шаг за шагом какая-то история у вас, ну, как бы раскрывается перед вами с большей определенностью. Или наступает ясность по тому или иному вопросу. Я не говорю на 100%, так, наверное, редко бывает в нашей жизни, будем реалистами, всегда к этому призываю. Но, тем не менее, это ваша ресурсность. Безусловно, это радость. Карта радости, когда что-то для нас складывается или в пользу, или с большими возможностями, может быть, они открываются, или когда, пусть вы даже завершаете какое-то дело или проект, но это, знаете, как окончание и начало будет сразу чего-то нового, ведь эта карта дает нам определение на определенную дистанцию. Имеется в виду по времени 6-8 месяцев. От того, с чем вы будете определяться до конца октября, будут зависеть ваши периоды жизни, включая вот эти 6-8 месяцев. Но это, безусловно, возможности. Да, отчасти карта эго. Поэтому мы можем чего-то хотеть, да, но, видимо, оставаться реалистами для вас будет очень важно, потому что эту само по себе возможность не потерять, не упустить. А возможности к нам, как известно, приходят в виде неожиданности. А вот интересно, давайте попробуем нестандартно открыть. Неожиданности с приятностями, опять же. Рыцарь чаш – это какое-то предложение. Вообще это про любовь даже отчасти. Это может быть и новое знакомство у кого-то. Ну, или пусть это не знакомство, а какие-то контакты, которые вам приятны, общение приятно, вы видите, либо, ну, пусть это, кстати, карта не говорит о далеких перспективах, но она говорит, ты насладись моментом. Может быть, и отдохнуть, может быть, куда-то поехать. Тут может быть с перемещениями все-таки рыцарь, связаны какие-то неожиданности, приятности, опять же, повторяюсь, потому что вам это помогает, мои дорогие весы, переключиться на что-то новое или увидеть новые грани возможностей в тех вещах, которые прежде вам казались тупиковой ситуацией, кстати. Правда, какой-то лабиринт может заканчиваться. Может быть, вы и согласитесь на какое-то дело или с каким-то предложением, именно потому что, ну, другого не остается. Или как-то вот оно, ну, вот именно складывается определенным образом. Но я бы сказала, мои дорогие, не откажитесь от чего-то.
Хотя бы просто потому, что карта нам говорит: "Ты не беги впереди паровоза", потому что, ну, будет день, будет пища. Но вот это хорошее настроение, как неожиданная возможность, которая может быть отчасти связана или, с каким-то предложением, или пусть это именно в дороге вы получите, или известие, но именно неожиданная какая-то приятность. Давайте подытожим. Вот как-то так она буквально для вас означает какую-то очень важную перезагрузку. Второй знак судьбы. Это и дом, это и деньги, это и семья, это и взаимоотношения, это ваш статус. Но опять же, старший аркан, императрица– это надейся сам на себя, безусловно, мои дорогие, или сама на себя. Мои дорогие девочки, какие-то важные вопросы, которые вам доведется самим решать. Из позиции, я бы сказала, ваших хотелочек, желаний. Я не имею в виду что-то такое мелкобытовое. Нет, тут есть конкретика, безусловно, но все же это старший аркан. И, кстати, дистанция где-то не совсем с 20 по 30, а с большим или дольшим продолжением. Здесь нужно быть реалистом в дне сегодняшнем и не отказываться от какого-то, может быть, детального плана, в то же время его быть готовой реализовать. Мои дорогие мужчины, вам помогает дипломатия. Может быть, и присутствует в вашей жизни какая-то важная женщина. Она может быть кто угодно. У кого-то даже мама, или руководитель проекта, или это партнер какой-то, да, может быть, и дружба. Ну, самые разные могут быть тут варианты, да, а может быть, это и любимая женщина. Это может быть как предложение или желание какое-то либо договориться, либо начать что-то, либо продолжить. Тут у каждого по-своему, но помогает дипломатия. Та дипломатия, которая не направлена, вы знаете, как в разные стороны, в итоге никуда, а направлена на вас самих, чтобы рассмотреть какие-то разные варианты и, может быть, не торопиться выносить какие-то вердикты. Но, к примеру, со знаком «нет», когда мы от чего-то отказываемся. Может быть, прежде вы бы от чего-то отказались, потому что считали это, ну, для вас или неприемлемым, или неважным, или ненужным. Ну, самые разные варианты. А тут вы понимаете, что нет. Скорее всего, как раз на начальном этапе тут может что-то выглядеть достаточно неплохо. И если мы реалисты, мы готовы корректировать, опять же, свои методы и планы, тогда мы можем искусством мелких шагов начать какую-то тему, дело или какую-то задумку, может быть, и творческий проект, или личный проект. И в итоге это у нас сложится в красивый узор. Вообще здорово. Очень ресурсное время. Все то, что я сказала по аркану Солнца. Ладно, третий знак судьбы. Ну, точно, вот не в этой клетке. Вот мне нравится, как изображено. Смотрите, человек, дверца, кстати, клетки открыта, но самое главное, вороны в этой колоде, да, и если мы говорим, открыты двери или закрыты, нет закрытых дверей у вас вообще, понимаете, тут сам себя не ставь в какие-то рамки узкие, не замыкайся где-то в собственной скорлупе, хочется сказать. Вот эти две птицы, ворон, символ мудрости, как будто сидят, смотрят на этого человека и говорят: "А давай мы с тобой поменяемся местами". Ну, я как вариант, правда? Ты там вообще как бы не вписываешься, тебе там неудобно, а вот нам там в самый раз. Наступило время выйти из каких-то периодов ограничений или из, знаете, собственных, поставленных каких-то барьеров вследствие того, что мы себе по какому-то вопросу устроили глубокую философию на мелком месте. Может быть, к этой философии вели тысячи объективных причин, но это уже случилось, это было. Чаще всего девятка мечей, она как раз и говорит о том, что в нашей жизни произошла какая-то жесткая ситуация. Она нас вынудила, ну, как ограничить себя или держать в каких-то рамках. Но время это закончилось, ситуация завершилась. Теперь задача идти вперед. Ну и две предыдущие карты. Но вот такой знак судьбы очень важный. Не застрянь в этой клетке. Дверца открыта. Ты сам не видишь возможностей. Поэтому, может быть, как раз в неожиданностях нам и говорят. Любая какая-то, знаете, как попытка даже в отношении вас самих, может быть, совершить путешествие. Или вот как-то спонтанный какой-то маршрут, который вы наметите, это будет с большими плюсами,
нежели мы себя ограничим, и нам может оказаться, ну, я ж вроде как все контролирую. Ну, вот, видимо, в эти 10 дней. Контроль контролем, да, но в каком-то другом, ином качестве, мои дорогие. Вот как по аркану императрица. Хотя у кого-то, может быть, конкретно вопросы, которые могут решиться в отношении вашего жилья или планируемой поездки, переезда. Что-то тут на грани приятностей и вариантов возможностей. Может быть, это не та возможность, повторюсь, чтобы быть правильно понятой, которую вы можете сразу просчитать на далекую дистанцию. Но не откажитесь от момента, потому что какой-то спонтанный маршрут явно лучше, нежели вот сидение неудобное вот в такой импровизированной клетке. Что скоро случится или произойдет? Вот это да, мои дорогие. Вот это да, хочется сказать. И закончить сразу наш прогноз. Ну, мы же с вами любопытны, поэтому мы, конечно, откроем, кто спорит. Но вторая карта Солнца. Те, кто смотрит мои расклады долго, со мной согласятся. Такое бывает очень редко. Можно сказать, судьбоносный период. И коль уж вам выпало, мои дорогие, хотя, вы знаете, тут есть такая конфигурация. Только что перед вами я говорила о знаку Дева. Повторюсь и вам. Я собираюсь написать статью, может быть, там изложу поподробнее, как это может проигрываться. Я вижу коридор возможностей на определенный период. И этот период будет начинаться 9 ноября. Вот мы с вами смотрим конец октября. То есть это те энергии, которые могут для вас уже, как бы, знаете, быть прелюдией именно теперь, еще в октябре, вот этих возможностей. Так вот, этот коридор возможностей я вижу так вот в целом с 9 ноября и по 26 апреля 2026 года. Дополню, что это лишь мое видение, и оно строится не только на планетарных транзитах, но и еще на цифровой конфигурации. Вот назову это без подробностей так. Так вот, внимание, тут первый, этот этап в целом мы можем разбить на подэтапы. И первый, как бы подэтап, он будет начинаться, как я сказала, с 9 ноября по 25 года и по 26 февраля 26 года. Это как раз будет совпадать с парадом планет, мои дорогие. Но это только первый этап, второй будет начинаться где-то, ну вот плюс-минус в районе 26 февраля и по 1 апреля, мои дорогие. И далее заключительный какой-то аккорд уже в районе 2 апреля и по 26 апреля 2026 года. То есть вот есть, знаете, вот этот коридор возможностей. И если, может быть, кому-то это будет просто подсказкой. У вас наступает знаковый период. Я всегда говорю по карте Солнца, что это не на декаду, это даже не на месяц, а это 6-8 месяцев. Поэтому у вас две карты Солнца. И тот коридор, который я только что обрисовала, да, в этих рамках, для кого-то тоже может быть подсказкой. Что-то судьбоносное, очень важное. Может быть, вам и придется где-то делать выбор. Тут ведь тоже выбор, да? Иду, не иду, соглашаюсь или нет. Но по девятке мечей иногда это, знаете, ведь это карта инсомнии или бессонницы. У кого-то может быть буквально бессонница, да, как знак судьбы. И тут тоже есть такая вот мелкая, но подсказка. Пересмотреть режим труда и отдыха. Для вас придется пересматривать ваш вообще режим. Может быть, для кого-то и аркан императрицы, когда мы меняем имидж. Мы хотим быть популярными, кстати. У кого-то это тоже будет проигрываться. А у вас два аркана, опять же, Солнце. Тут есть возможности. Есть возможности, как и буквально получить желаемое. Не в эти 10 дней, нет. На какой-то более долгий период, дистанцию. Но эти возможности у вас появляются, как и в этот период до конца октября. Но первый шаг – это самому из этой выйти, ну, как периода ограничений или из какой-то непонятности. Может быть, вы не можете какую-то старую проблему решить, ну так и ладно. Не замыкайтесь вот на этой проблеме. Тут самое главное – идти вперед. Вот эта спонтанность или, может быть, отдых, пересмотр, если мы говорим,
режим труда и отдыха. А у кого, вот если бы я про бессонницу, я не случайно заговорила, уставшие люди делают ошибки. Может быть, у кого-то бессонница из-за усталости. Значит, надо сменить вот этот режим, ну, какие-то прогулки вечерние, или не смотреть сложные какие-то там фильмы, передачи, не перегружать свой мозг. Ну, легкости больше, опять же, да, спонтанности, потому что мы тут проблему не решим, даже если целую ночь будем думать. Говорят, утро вечером мудренее. Ну, вот у кого-то вот конкретное вот это как заминка, как заноза, которая вам мешает. И вы не можете это отложить на потом. А для тех из вас, у кого это хронический недуг, надо тоже подумать, может быть, и обратиться к специалисту. Вам мешает двигаться дальше. Вот такая подсказка, знак судьбы. Ладно, к чему это все идет? Перезагрузка. Тройка пентаклей, сдача экзамена. У кого-то жизненный экзамен, у кого-то раскрытие талантов, изучение языков, изучение нового ремесла. Но это карта будущего, любая тройка – карта будущего, мои дорогие. И поэтому все то, что я говорила до этого времени, это к чему все идет? К будущему. Но в каком-то новом амплуа, в новом качестве. И действительно период судьбоносный. Личная жизнь, чего ждать? Любви, радости, каких-то приятных моментов, как минимум, исполнение желаний, туз чаш, нечего добавить. Но действительно, всячески благоприятная карта. В сфере финансов, по королю жезлов, знаете, как будто наступило время меньше работать. Я имею в виду не вкалывать до седьмого пота. Потому что нам харизматичный лидер показан. Ну, наверное, и сохранять деньги. Вам придется считать, понимаете, если сейчас есть как будто финансовая брешь, и вам нужно решить финансовый вопрос, значит, нужно подумать, что делать. Не бежать работать, а именно делать, в принципе, как бы, куда вы будете прикладывать собственные усилия, мои дорогие. Вот, потому что тут можно работать до упаду, но в итоге, знаете, как-то неправильно вложить эти деньги или неправильно ими распорядиться. Почему я так говорю? Король нам показан. Он сидит, а двое работают. Здесь я не исключаю, что вам придется просчитывать буквально какую-то свою финансовую стратегию, тактику и опять же надеяться на самого себя или на саму себя. Потому что сидит король, он ничего не делает. И если это конкретно какой-то человек, ну, может быть, то нам говорят, да, какое-то сотрудничество может быть полезно. Но выполнять какую-то работу вам придется самим. Поэтому отдых для вас тоже актуален. Вам тоже нужно находиться в таких же энергиях. А это энергии руководителя, это тот, кто дает приказы. А двое вон там опять же работают. Как-то правильно сориентировать себя, распределить свои собственные ресурсы. Я имею в виду не только деньги, вот с учетом тройки пентаклей. Это ваши таланты, это ваша экспертность. Это, может быть, ваши какие-то умения и навыки. Вот есть в вас что-то такое, от чего вы можете оттолкнуться. Наступило время раскрыть себя, явить себя миру, как будто две карты солнца, два старших аркана. Но сделать это, опять же, не с позиции, когда вы со всеми согласны. Здесь, знаете, будет вот такой момент соскользнуть, как желание, да? Потому что, в принципе, какие-то добрые энергии идут в вашу жизнь. И будет главный соблазн – расслабиться и ничего не делать. А тем не менее, этот период нужно использовать себе во благо. Может быть, и изменить статус. Может быть, для кого-то напрямую. Подумай о построении карьеры. Хватит вкалывать. Карьера для тебя тоже откроет какие-то финансовые возможности. Тут я бы даже сказала так. Стремиться к тому, для вас это тоже будет важно, это для всех знаков зодиака, но для вас, видимо, особая конфигурация за окончание, вот за этот период, да, до конца 2025 строить правильные социальные связи. Может быть, это и те люди, которые обладают большими ресурсами, большей сферой влияния. Вам как будто нужно оказаться среди них, правда. От этого будет зависеть и финансовое ваше положение, ну как-то так. Сфера ваших достижений, чего ждать. Ух ты! Вот это да! Колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. Две карты солнца и колесо фортуны. Правда, не теряя времени даром. Но явно вот это сидение, но потеря времени. И согласитесь, это у нас колода, колесо года. И вот почему колесо? Все в жизни причина и следствие, мы говорили. И колесо, оно идет как будто наверх, достигает пика, а потом будет спад. Неизбежный.
Вот когда карта выпадает, это именно на подъем что-то идет, мои дорогие. А потом ведь мы знаем, будет спад. Поэтому нельзя терять времени. Это на ваше достижение. Может быть, это и встречи, составление каких-то документов. У каждого свое, мои дорогие весы. Посмотрите, у вас столько старших арканов. Тут и закрытых-то дверей нет. Мы сами только их себе можем. Ну, не то, что мы их закроем, но мы ничего делать не будем. Вот и все. Но тут пространство помогает. Помогает как будто высшей силой. Ангелы, хранители желают, чтобы вы, мои дорогие весы, были счастливы. Ну и самому, понятно, не плашать надо. Перекладывайте на себя. Мои дорогие весы, я вас люблю. Хочу поблагодарить за ваши волшебные комментарии, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.